Итак, это тест дальности полета дроном DJI Mavic Air 2. Поехали. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. %95 на старте. Далеко не 100. Но с чего-то надо начинать. Оказалось, что батарейки этого дрона, если они полежат немножечко, даже будучи заряженными на 100%, они начинают терять заряд быстрее, чем аналогичный на, скажем, на Фантоме. Летим в режиме Normal, потому что режим Sport, возможно, дает повышенный расход батареи. Но на максимальной скорости в 12 метров в секунду. Сейчас высота 30, немножко приподнимем. Возможно, даже до 50 сразу стоит поднять. Сейчас есть легкий ветерок. Вероятнее всего попутный. Поэтому нужно будет немножечко запаса на возврат оставить. Где-то лишнюю минуту, наверное, стоит. Значит, летим не более 15 минут в ту сторону. Потом разворачиваемся. Либо раньше, если пропадет сигнал. Либо раньше, если будет какое-нибудь уведомление о необходимости возврата. Или разряд батареи будет более половины. То есть начали мы с 95%. Возьмем чуть левее. Здесь поля. И вот только маленький, коротенький кусочек с домами. Дальше снова поля до самых гор. Расстояние 1,8 км почти. 8% заряда мы уже истратили. Пишет, что 29 минут еще на полет можно рассчитывать. Так, здесь набор высоты идет в том числе и ландшафта, поэтому мы будем, считая от точки старта, но и с коррекцией на рельеф. Здесь идет довольно сильный подъем в сторону гор, поэтому 50 метров на старте может совсем даже не хватить на всю длину полета. Сейчас съемка идет с ND фильтром на 16. Выдержка стоит 1/50 при 25 кадрах в секунду. А уровень сигнала уже не максимальный. Если поднять вверх антенны, то тоже не максимальный. Набираем высоту потихоньку. До 70 метров от точки старта. Да, 2 деления. И это на 3 километрах. Теперь 3 стало. И держится. Сзади меня дорога, поэтому слышно проезжающие автомобили. Так, надо еще немножко приподнять. Стал падать уровень сигнала.
75, нормально. Впереди поле. Слева, справа тоже поле. Поэтому никаких жилых домов или людей здесь нет. Быть не должно. Прибавляем еще 5 метров, чтобы уровень сигнала сохранялся. Ну, набрали мы уже тоже довольно существенно рельефом, поэтому здесь, конечно, над землей совсем не 80. Сигнал стабильно 2 деления. Уже потрачено почти 25%, 25 минут осталось, 4 километра мы пролетели. Впереди облачность, сегодня был дождь. Сейчас на западе небо очистилось, а в горах и к востоку все еще сохраняется облачность. А наверху даже выпал снег, вот там видно. Наберем еще 5 метров. И потом, соответственно, на обратном пути будем... Вот пошла потеря сигнала первая. Сейчас был провал. Но пока картинка стабильная. Никаких потерь сигнала по качеству видео нет. Подойдем к 5. Вот 20% мы батареи потратили. Сейчас приближаемся к 5 километрам. Я держу пульт вертикально вверх. Таким образом, антенны расположены перпендикулярно сигналу. Вот он уже начал пропадать. Наберу еще 5 метров и встану, чтобы быть повыше. Да, вот сигнал вернулся, и мы прошли 5 километров. «22 минуты расчетного времени полета и 73% батареи осталось. Довольно удачное место для испытаний. Поля, поля, поля во все стороны. Вот пропал сигнал снова. Еще дадим 5 метров. Время полета 8 с небольшим минут. 8:20, 8,5 сейчас. И снова пропадает сигнал, и мы приближаемся к 6 километрам. Дойдем уже до 100 высоты. Возврат домой объявлен. И мы прошли 6 километров отметку. Уровень заряда достаточный для возвращения, и время расчетное полета тоже превышает 2 раза время полета, поэтому идем на 7. Поднимем до 105 еще, чтобы сигнал не пропадал. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Затребовал возвращение. Возьмем 7 и будем возвращаться. Я отменил это возвращение. Будем возвращать в ручном режиме. Сигнал пропадает. Пропал сигнал. Так. Ага. Что? Еще идем.
900. 950. Все, 7 километров. Возвращаемся. Включим режим карты, чтобы не потерять направление. И пошли назад. С той же скоростью. Смотрим, сколько он наберет. 10. Ага, ну вот встречный ветер теперь в него. Поэтому 12 метров в секунду он уже набрать не может. Заряда 62%, 16 минут. С запасом должны вернуться. Сейчас после 5 начну немножко снижаться. Потихонечку. Уровень сигнала теперь стал максимальный, потому что антенны, как мы знаем, да, у дрона расположены на передних лапках. Ага, теперь он потерял видеосигнал, но при этом передает телеметрию. Да, вот 6 километров. Полет 11,5 минут. Периодические провалы в сигнале возникают. Мы продолжаем движение на скорости 10 метров в секунду. Больше он набрать не может, потому что встречный ветер. Хорошо, что с запасом возврат, то есть он наверняка мог бы уйти больше, чем на 7 километров. Но тогда уже велик шанс, что не хватило бы на обратный путь из-за встречного ветра. Прошли 12 минут полета и возвращаемся. Теперь уже можно немножечко снижаться. Уйдем на 95. Уровень сигнала уверенный. 13,5 минут в запасе, 13,5 минут летаем. Прошли 5 километров. Вот сейчас. Скорость немножко растет. То ли ветер встречный, то ли что-то изменилось. — 51% заряда. Да, все-таки лучше подобные испытания делать в обратную сторону, чтобы встречный ветер был на пути туда, а обратно он бы наоборот подгонял, тогда можно быть уверенным в возвращении. Прошли 4,5 километра, снижаюсь еще на 5 метров. Потихонечку будем снижать высоту. Надеюсь, что на более низкой высоте меньше ветер встречный будет. Плюс надо идти по ландшафту все-таки. А ландшафт у нас сильно вниз. Рельеф. То есть. Приближаемся к 4 километрам расстояния.
Скорость уже выросла почти до 11 метров в секунду, то есть ветер все-таки прекратился здесь такой сильный, как был в начале возвращения. 15 минут полета, 11 минут запаса времени на возврат. Скоро уже будет видно дома, через которые и на которых мы будем пролетать. Можно еще 5 метров снизиться. Делаем 85. Проходим 3,5 километра отметку и 16 минут полета. Скорость уже превысила 11 метров в секунду. Держится. Как заявляет производитель, для DJI Mavic Air 2 с его аккумулятором 3500 мАч емкостью дрон должен летать до 34 минут. Конечно, чаще всего такие обещания от производителя на практике не подтверждаются. Но довольно близко всегда к этому. Если у Phantom 4 Pro были обещаны 23-25 где-то минут, то где-то 21-22 он отлетывал, это точно. Вот сейчас вот я предполагаю, что учитывая, что 17 минут мы уже летим на полном газе и осталось 7 минут, то это 30 минут ну никак не получается. Вот уже он разогнался до более 12,5 метров в секунду. 12,5 метров в секунду. Проблема встречного ветра закончилась. Мы уверенно возвращаемся. Сейчас пройдем 2 километра. И запас батареи 35%. Посмотрим, сколько будет в конце. Я думаю, что больше 20. Еще снизится. Проходим дома. Небольшое тут линия деревни коротенькая. А вот снова начался встречный ветер. Дрон не может разогнаться даже 11 метров в секунду. Прошли 2 километра и более 18 минут уже полет. 32% заряда. Идем четко по линии на базу. Здесь осталось поле, и вот там вот линия деревьев, это дорога, как раз точка старта. Можно уже здесь смело снижаться. «19 минут полета, 29% заряда, 7 минут расчетное время полета оставшееся». Да, здесь встречный ветер усилился, то есть где-то на какой-то части дистанции он снова пропадал, но сейчас опять возобновился и снова 11 набрать не может. Значит, такие тесты, конечно же, важно делать в безлюдной области, там, где нет населенных пунктов, там, где нет домов, скоплений людей, каких-то ЛЭП и важных других инфраструктурных объектов, чтобы в случае чего, если вы потеряете связь с дроном,
или произойдет какая-то потеря сигнала, сядут батареи и дрон будет лететь в каком-то направлении, чтобы он никуда лишнего не попал, не сел. Ну а учитывая, что у него есть сенсоры препятствий, то в самом крайнем случае он просто где-то сядет спокойненько, маленький, легенький, и вы его просто потом не найдете. Так, 600 метров осталось. Все. Значит, как я и предполагал, где-то в пределах 20 с небольшим процентов остается заряда. 22. Я пока его не вижу. Хотя он уже очень близко. Ну, на этом тест считаю успешным. 7 километров он отлетел. И хоть и не уверенно, но сигнал был. И картинка была, и управление сохранялось. На этом все.